Народ, всем привет! Решил запилить небольшой обзор. В очередной раз чипсы у нас уже были, и на очереди туалетная бумага. Почему я выбрал туалетную бумагу, спросите вы? Так же, как и вы, я мечтаю разбогатеть в 2023 году. И все думают, как разбогатеть, а я думаю, как бы сэкономить. И есть у нас небольшие экземпляры. В общем, на туалетной бумаге можно сэкономить кучу денег. Целое состояние, я бы сказал. Более того, к этому обзору необходимо отнестись максимально серьезно. И я сейчас объясню почему. Туалетная бумага – это очень важный предмет в обиходе нашего дома. А еще более важный предмет – это непосредственно ваш анус. Ваш анус у вас он один и на всю жизнь. И если вы не будете заботиться о нем, то о нем никто не позаботится, кроме вас. Так вот, какие экземпляры сегодня у нас присутствуют в обзоре? Безусловно, это набережные Челны. Бумага из набережных Челнов. Этим, в общем-то, город и известен больше ничем. Но бумага у них топовая, конечно. Набережные Челны еще появились далеко до того, как появились хипстеры и тому подобные люди. Короче, как я родился, она уже была. А родился я очень давно. Следующий наш экземпляр, я его уже размотал. Но размотал я исключительно его для того, ну и чтобы протестить тоже, но и в том числе для того, чтобы измерить его длину. Тут нигде не написано длины рулона. Вот, и я его весь размотал, рулеточкой своей померил, замерил, сколько его длина, и смотрите обзор дальше, и вы узнаете, сколько будет длина этого рулона. Бумага называется Soft Mini. Soft Mini. Россия, город Кемерово. Подожди. Точно город Кемерово. Это вообще совсем близко. Ну да ладно. Это второй экземпляр наш. Вот эти бумаги, они все однослойные. То есть один слой. Если кому-то важно, а это очень важно. Рейна. Та самая бумага, которой пользуюсь я. И в этом обзоре мы узнаем, выгодно этой бумагой вообще пользоваться или нет. Тут 4 рулона идет, по одному рулону не продают, но мы все просто будем, все показатели делить на 4, и тем самым мы можем сравнить с другими бумагами. И Папия называется. Самая дорогая бумага, самая лютовая, люксовая, самая комфортная, как принято считать. Ввиду того, что здесь уже трехслойная, а здесь у нас двухслойная бумага. Хотел еще четырехслойную найти, но нигде не было, к сожалению. А вот, собственно, вот эту бумагу мы и будем сегодня тестировать по разным показателям, разным характеристикам, но всех нас интересует самых главных только два показателя. Это цена, да, и выгода. Комфорт, конечно, тоже важен, но комфорт уже на третьем месте, а может даже и на четвертом. Для того, чтобы сравнить все эти показатели, безусловно, требуется огромное количество времени, сил, ресурсов, денег и нервов. Все это я за вас, пацаны, потратил. Вам ни о чем думать не нужно. Я уже все сделал, все просчитал. Вам нужно только сидеть, наслаждаться, ставить лукасы, делиться со всеми. Ну или не со всеми, потому что если вы будете со всеми делиться, то всю самую выгодную бумагу скупят, и она станет еще дороже. Или ее вообще не будет. Скорее всего, она станет еще дороже и уже не такая выгодная будет. Так что делиться ни с кем не надо. И лукасы ставить тоже не надо. Так вот, поехали. Мы берем в сторонку эту бумагу и перейдем к самому интересному. К показателям, к техническим характеристикам нашей бумаги. Однослойная, двухслойная и трехслойная. Никуда не отключайтесь, я побежал за своей знаменитой доской. Итак, пацаны, поехали. Я здесь все расписал, наверное, нужно все озвучить, потому что писал мелко, чтобы в доску все влезло. Да, ну, соответственно, сама бумага, которая у нас в эксперименте участвует, 4 вида. Количество слоев 1, 1, 2, 3. Сама бумага Soft Mini, вот эта, которая самая для бомжей. Вот эта вот бумага Soft Mini. Далее идут набережные Челны, но их даже можно не показывать, все и так знают, что это за бумага. Рейна, вот она бумага. С такой вот красивой овечкой. И Папия, соответственно. Такой красивой упаковки. Мы уже открыли, протестили, понюхали, пахнет очень вкусно.
Второй столбец у нас идет количество слоев 1, 1, 2, 3. Да? Супер эконом класс. Везде 1. Ну, такой чуть-чуть повыше класс у нас. Это 2 слоя у нас. И папе 3 слоя. Далее цена. Цена действительно на начало января 2023 года. Как будет дальше, непонятно. 10 рублей за самую дешевую, за один рулон. Я уже тут считаю, да? Не за всю пачку 4, а за один. Набережные... Я когда узнал, сколько стоят набережные Челны, 26 рублей, иногда я не смотрю на цену, а иногда я смотрю и ужасаюсь. Она, по моей памяти, стоила 5,50, когда я последний раз видел. Сейчас она 26 рублей, она как люксовая уже стоит. Как люксовая. Ужаснулся, но брать все равно пришлось. Дальше у нас Рейн идет, 20 рублей. 20 рублей за рулон, я считаю, ну, по-божески еще, нормально. И папе 37,5 рублей за один рулон. Пацаны, представьте, 37 рублей. Ну, дорого достаточно. И посмотрим в итоге в конце, оправдает эта цена эту бумагу или не оправдает. Метраж. Метраж был везде. У нас прописано, как я говорил, кроме вот этой бумаги. Ребят, ну совесть-то имейте, длину хоть напишите. Я почему должен заниматься вот этой вот ерундой всякой, разматывать ее, сматывать потом. Soft Mini, как раз вот эта бумага. У нас длина, я замерил, 23,6 метра. 23 метра. Это достаточно хорошая длина. Кроме того, чем интересна эта бумага, у других бумаг такого нет. Она тянется. Вы посмотрите, пацаны. Она прям, ну, прям нормально. Я не знаю, какую пользу она своей вот этой тягой приносит вашей попке, но она тянется. Порвалась, но тянется. Дальше. Набережные Челны 53 метра. Там написано 53 метра плюс-минус 5%. Ну, 5% это погрешность, ее не учитываю. Но 53 метра это заслуживает уважения, я считаю. Рейна 18 метров, да, одна из самых маленьких. Ну и папе 16,8. Ну это очень мало, я считаю. Если сравнить вот с этим, да, во сколько? Почти в 3 раза. Набережные Челны обгоняют папию. Это очень важный показатель, я считаю. Дальше у нас столбец идет коэффициент трения. Я самопроизвольно ввел этот коэффициент, чисто по моим ощущениям. Не знаю, как у кого. И в этом коэффициенте за идеальный коэффициент трения я принял как за единицу. За единицу. То есть если больше единицы, уже плохо. Если меньше единицы, тоже уже плохо. Единица — это все идеально, как ты хочешь. Прям, ну, коэффициент трения бумаги и ануса получается. Soft Mini. Бумага вот эта, я поставил коэффициент 1,3. Но если бы мне закрыли глаза и предложили потрогать вот эту бумагу и наждачку миллиметра 3-4, вряд ли бы я различил. Вот в чем дело. Коэффициент трения очень сильный, и нужно быть максимально аккуратным с этой бумагой. 1,3 очень много. Единица идеально, 1,3 уже нет. Уже могут возникнуть какие-то проблемы в будущем. Особенно если у вас понос какой-то или недержание, коэффициент 1,3, 1,2 не годится вообще. В течение 1-2 дней вашему анусу придет конец. Так что имейте это в виду. Лучше берите коэффициент трения поменьше, когда у вас понос. Далее, набережные Челны 1,2. Тоже достаточно жесткая бумага, но уже получше, чем Soft Mini. Но тоже нужно остерегаться вот этого вот момента. Если у вас понос, будьте добры, коэффициент трения поменьше выбрать. Как мне кажется, Рейна идеальный коэффициент трения. Идеальный. И не жесткая, и не мягкая. И бумаги как будто бы тратится немного, потому что коэффициент трения идеальный. Ну и папе очень мягкая бумага, коэффициент трения поставил 0,9, все-таки уже не то. Да, хорошо, что мягко, но коэффициент трения уже и маленький стал. Далее я просчитал количество за один раз, количество метров бумаги за один раз, за один поход в туалет. Это тоже субъективно достаточно такая оценка. Все делал так, как у меня получается, относительно длины моих рук и ширины моей попы. Вот, поэтому также расписал. Soft Mini 1,5 метра. Представляете, 1,5 метра за один поход в туалет. 1,5 метра, это прям, это даже в камеру не влезает, 1,5 метра. Это очень много. Потому что бумага, она вот такая тянется,
Вы посмотрите, она полупрозрачная. Мне вас видно даже через эту бумагу. Поэтому столько бумаги тратишь. Ее приходится складывать в 3, в 4, в 5 раз. А это не есть хорошо. 1,5 метра у меня уходит на Soft Mini. Далее, набережные Челны. Уже поменьше, да? Уже поменьше. Бумага не такая прозрачная, но все-таки ее тоже необходимо отрывать чуть больше, чем другие мягкие варианты, более люксовые. Ну, 1,2 метра. Рейна 1,1. В данном случае у нас уже бумага идет перфорированная. Она отрывается кусочками, что очень удобно, кстати. Отрываешь сразу столько, сколько тебе надо. А вот в этих бумагах можно отрывать чуть больше, чуть меньше, что тоже достаточно некомфортно. 1,1 метр у меня уходит. И Папия. Папия 0,7. Да, меньше всех здесь уходит, но тут и слоев 3. Здесь 2, а тут 3. Соответственно, чем больше слоев, тем меньше по длине у тебя бумаги уходит. Это очень важно. Следующий столбец – количество походов в туалет. Очень интересный показатель, я его все-таки смог высчитать. Да, сколько с одного рулона ты сможешь ходить в туалет. В среднем принято считать, что в туалет нужно ходить где-то раз в день, утром. Иногда так и бывает. Иногда бывает раз в 2 дня, но чаще раз в день. Да? К примеру, если вы покупаете себе Soft Mini, вы на 16 дней запасены бумагой. Но представьте, метраж, да, достаточно большой, но количество... Вас видно? Убирайте телефон. Убирайте. Количество походов в туалет 16, при том, что длина, длина 23,6 достаточно большая, но количество, в сравнении с остальными, минимальное. Да, ну и минимальная цена у нас, соответственно. 16 очень мало, быстро расходуется, буквально 2 недели и все, и бумаги нет. Набережные Челны, в данном случае рекордсмен, 44 раза. Это на 1,5 месяца вам одного рулона хватит. Это космос просто, это просто мечта. 44 раза, ничего себе. Ну, плюс-минус, да? Я думаю, плюс-минус. Вот как на бумаге написано, плюс-минус 5%. Тут также можно прибавлять плюс-минус 5%. Далее, Рейна, 16. Показатель тоже достаточно небольшой, да? Так же, как и Soft Mini. Ну, она более комфортная, вот этим она и выигрывает. Ну, и по цене, да? В 2 раза дороже, тут тоже надо учитывать. 16 раз. И Папия 24 раза. Мы видим, что в данном случае Папия выигрывает у Рейны, да, и выиграет у Soft Mini. Но Soft Mini, в принципе, практически по всем показателям здесь проигрывает. Практически. В конце мы, конечно, подведем общее количество баллов, кто какое место занял. Но пока рассказываю по показателям, по характеристикам. 24 раза Папия. Очень интересный показатель я также вывел. Цена одного похода в туалет в рублях. Очень интересно знать, сколько стоит тебе сходить 1 раз в туалет. Мне кажется, это очень интересно. В данном случае, если вы выбираете бумагу Soft Mini, вы тратите 0,64 рубля. Это 64 копейки стоит вам сходить 1 раз покакать, грубо говоря. Набережные Челны. Набережные Челны, как мы видим, побеждает из всех бумаг. 0,59 копеек. Это практически даром, я бы сказал. Да, и в данном случае она побеждает. Рейна. Рейна уже больше рубля. 1 рубль 22 копейки, да? Да, это уже дороговато, я даже считаю. Что больше рубля, это уже дорого. И рекордсмен у нас тут Папия, конечно. Ну, она и трехслойная, и стоит тут за рулон 37 рублей, 37,5 рублей. И один поход в туалет 1,5 рубля. Чуть больше 1,5 рубля. Это очень много. Обратите на это внимание, когда будете выбирать бумагу Папию, держите в голове цифру 1,56. Соответственно, все характеристики я вам перечислил, которые тут есть. Ну, можно было еще ввести столбец, там, не знаю, на запах, да, вот, к примеру, вот у этой бумаги есть запах. Какой запах? Нюхайте. Парфюмный какой-то? Ну, я предполагаю... Flower. Bali Flower. Вот же написано. Какой это? Что это? Цветы просто? Запах цветов. И на самом деле, если вы этот рулон ложите в туалет, то у меня туалет небольшой, и запах сразу чувствуется. Но так как лично я против всякой химозы и тому подобных вещей, эту бумагу я предпочитаю не брать. Но запах очень вкусный, и если вы хотите, чтобы ваша попка пахла флауэрами,
цветами, то будьте добры, приобретайте эту бумагу. Вернемся к нашим показателям. Самое последнее, что больше всех интересует, это выхлоп. Тут мы видим, чем больше количество, выхлоп я в очках, это очко, количество очков набранных за все это. Тут мы видим, да, тут мы можем как раз уже и места расставить. Самое последнее место занимает у нас как раз Папия. Всего лишь 64 очка она набирает, но оно и понятно. Самая дорогая бумага, самая комфортная. Чего вы еще ожидали-то? Она занимает 4 место. Третье место. Третье место у нас занимает Арейна. Кстати, это та бумага, которой я пользуюсь. Почему, получается, я ее выбрал? Она средняя какая-то. Она и не бомж, и не средний класс. Она что-то между. Она такой люксовый бомж какой-то. Поэтому она занимает 3 место в нашем хит-параде. 2 место занимает у нас Soft Mini, да? Как ни странно. А это не странно, потому что самая дешевая бумага. И 1 место, в общем-то, и неудивительно, наверное. У нас занимает Набережные Челны. Сколько лет бумага на рынке, и до сих пор 1 место держит. Набережные Челны, вот это интересная бумага, в каких только случаях она не выручала. Бывало такое, что и Набережных Челнов не было. Приходилось как-то искать выход из этой ситуации. Но Набережные Челны в данном случае занимают у нас 1 место, я считаю, в общем-то, заслуженно. Всех интересует, как я посчитал выхлоп. Соответственно, я цену, точнее количество походов в туалет 16 разделил на цену, самые основные технические показатели, и умножил на 100, да, чтобы процент перевести, и 157 получилось. И, соответственно, другие показатели точно так же. Буду ли я менять свою туалетную бумагу, которую занимает в данном хит-параде 3 место, на 1 или на 2? Не знаю, честно. Пока не готов я пожертвовать своим комфортом, да, хотя в данном случае по выхлопу мы видим, что она практически в 2 раза меньше выхлоп, чем у остальных, да, а у этой бумаги аж в 3 практически. В 3 раза выхлопа меньше. Так что экономьте на туалетной бумаге, экономьте на всем, чем только можно. Денег катастрофически сейчас всем не хватает. Как говорил один известный поэт, а может быть и финансист, что сэкономленный рубль – это заработанный рубль. Так что помните об этом и не покупайте всякую фигню, а покупайте хорошую и дешевую туалетную бумагу. Всем удачи, всем пока.